Всем привет! Сегодня будет обзор вот этого маленького розового милого скетчбука и кошачьего хвостика, судя по всему. Я Химит Пич и рада вас видеть на своем канале. Этот скетчбук у меня 2021 года, как вы видите. Да, давно я не делала это, поэтому давайте начнем. Не обращайте внимания, если вы услышите хлюпанье воды. Угу. У нас тут разговорчивые котики. В основном я буду использовать здесь маркеры Posca, это акриловые маркеры, карандаши, и в целом, пока будем листать, я вам буду рассказывать все это. Здесь я использовала просто цветные карандаши, и также на фон, для того, чтобы его выбелить, я использовала акриловый маркер Posca белого цвета. Здесь можно посмотреть, какие оттенки я и использовала, и выбирала. Ну, дополнительно, конечно же, здесь есть розовый. Здесь такая легкая и просто импульсивная зарисовка. Здесь я использовала масляные мелки, карандаши и в целом-то все. Ну и обычный карандаш. Цветные карандаши. Старалась использовать в основном цветной карандаш в двух оттенках. Это такой коричневый и более бежевый. А также для некоторых моментов на фоне я использовала белый акриловый маркер Posca. Это такой вот автопортрет вышел. Ну, это в то время, когда у меня были цветные волосы, так что будем считать, что это не я. Здесь немножко зарисовки анатомических частей. Они не супер проработанные, минималистичные. Конечно же, мужской торс. Это очередной автопортрет цветными карандашами. В таких достаточно приятных цветах, и для какого-то такого эффекта небрежности и атмосферы я добавляла еще просто тыкала карандашом. Этот рисунок мне не нравится, поэтому давайте дальше. Это я помню рисовала на природе и использовала просто мягкий карандаш. Портрет двух девушек на полный разворот скетчбука. Это я пыталась нафантазировать домик, чтобы потом его построить в Sims. Какая интересная предыстория. Ну а шо? Я еще архитектор. Плохой. В данном случае я использовала также просто цветные карандаши и акриловые маркеры разных оттенков. Мне очень, кстати, нравится черный цвет, и я его часто буду добавлять во всех своих скетчбуках. И, кстати, если вы не видели предыдущие видеоролики, то предлагаю вам зайти на мой YouTube-канал и посмотреть остальные 22 видео с обзором на скетчбуки, если вам интересно. Тут я явно использовала масляную пастель уже. И вот на этих элементах, бусинках, это акриловый маркер. Эту девушку я рисовала из ТикТока, и я на нее до сих пор подписана. It's me. Это тоже я. В этом, кстати, боди знаменитом моем меня захейтили пол интернета.
Здесь сейчас, кстати, будет вариант нескольких вариаций этого рисунка. И немножко прокомментирую. Был, кстати, еще один труд. Короче, здесь я использовала корейскую или китайскую гуашь Хими, если она правильно называешь. Хайми. В общем, выбирайте, как вам нравится. А вот. Комбинировала ее, конечно же, с, как видите, тут на фоне блестяшки. Это акварели с шиммером. И в некоторых моментах я использовала карандаш. Можно увидеть, например, по таким вот штрихам и щечки. Здесь я уже решила просто использовать цветные карандаши, немного акрилового маркера. И здесь я пыталась перенести этот рисунок через копирку. Здесь некоторые цвета, которые я хотела и использовала по сути своей. Ой, слово обзывающееся. В общем, здесь у нас с вами масляная пастель, просто такой экспрессивный рисунок получился. Мне, кстати, он симпатичен, несмотря на то, что у него достаточно не супер привлекательное выражение лица, и некоторые пропорции не особо мне симпатичные. Я не знаю, вдруг кто заблокирует. Такая вот феечка или эльфийка, как вам больше нравится. Тут был эксперимент. Тут в очередной эксперимент, как видите, фигня. Здесь рисовала, находясь в кафешке, вышло тоже не очень. Здесь также комбинировала. Я думаю, нет смысла комментировать. Я думаю, вы уже поняли, где цветные карандаши, где акриловые маркеры. Так что, если будет что-то новое появляться, я, конечно же, скажу. Мне нравятся такие маленькие форматы скетчбуков, потому что на них как-то прикольно мне рисовать и зарисовывать какие-то идеи. Еще не нужно очень много материалов расходовать, потому что очень маленькая площадь. Я не знаю, какой это размер скетчбука, но он довольно-таки маленький, как видите. Он меньше моей ладошки. И чаще всего в какие-либо поездки я беру как раз-таки именно такой скетчбук. Ну и просто мне как-то эстетически нравится рисовать в нем. У меня таких еще много, поэтому, во-первых, посмотрите старые видео, а если хотите новые видео в будущем, то также оставляйте свои комментарии и пишите, что мне комментировать и так далее, потому что в основном скетчбуки я использую как альбомы для зарисовки своих идей для будущих работ, или просто я уже на самом деле считаю многие работы, сделанные в скетчбуке, уже достаточно полноценными, а не просто как скетчи. Поэтому второй момент, я предпочитаю здесь просто практиковаться. То есть, в целом, наверное, для меня все рисование это больше про практику, про рисование, получение дофамина от того, что я рисую. Да, конечно, иногда я рисую и животных, это случается очень редко, но последние работы, кстати, я даже делала в акварели именно с животными. Так что, если вам интересно, можете заходить в мой инстаграм или смотреть в телеграм-канале. Там я тоже очень часто делаю посты. А также, если вам интересно узнать больше про меня и как я обучалась рисованию, то у меня есть мой сайт, где есть онлайн-книги, а именно гайды по рисованию портрета и по тому, как я обучалась. Там, в общем, такой артбук с большим количеством глав, в которых раскрываются некоторые аспекты любого, наверное, художника. И я, как со стороны человека, который также проходил путь самостоятельно, решила поделиться. И в целом, наверное, пока я писала, эта книга мне сильно помогла в том плане, что тогда я находилась еще в периоде депрессии и лечилась от нее, поэтому, не знаю, если вам будет интересно, просто загляните, и, может быть, вы почувствуете, что это у вас откликается, и вам хочется узнать побольше. Здесь я практиковалась просто в рисовании животных, как видите, птицы, крылья
я делилась этими картинками в первую очередь на Патреоне и Бусти. И сейчас только спустя несколько лет, получается, показываю их вам здесь. Да, я учила не только анатомию человеческого тела, но еще и крыльев, потому что сейчас начала добавлять элементы, крылья, рожки и все такое на свои рисунки. И, кстати, в моей последней книжке как раз там очень много таких иллюстраций, именно из скетчбуков, потому что я в основном их не публиковала нигде. И они у меня вот так вот хранились несколько лет в скетчбуках, забытые, покрытые пылью. Здесь, кстати, я просто вроде рисовала с чего-то арта, поэтому вот отметочка. Здесь у нас также микс не только простых карандашей цветных, но еще я добавляла, если не ошибаюсь, это просто какой-то маркер и белый акриловый маркер. Ну и рядышком просто цветным карандашом сделаны зарисовочки, наложенные, накладываемые друг на друга. Ну, типа, один рисунок не получился, решила нарисовать другой, он тоже не получился, ну и получается вот такая вот мешанина, типа коллаж. Кстати, вы можете не удивляться, что я оставляю вот такие пустые места, потому что мне в итоге, когда я не оставляла такие пустые места, мне часто писали подписчики, что хотят приобрести арт. Поэтому я придумала, что буду делать большие вот такие рисунки на развороте, где я смогу его более-менее как-то оторвать, чтобы отправить тому, кто захочет этот рисунок. То есть я вот так вот просто беру и отправляю. А так мне приходилось, получается, ну, не очень красиво, наверное. Здесь были рисунки какие-то, здесь. Ну, в общем, я решила вот так вот в момент и продумала, что буду оставлять какие-то пустые страницы. Ну и, во-первых, оно не особо грязнится в итоге из-за этого. Также часто прокладываю скетчбук листочками в тех моментах, где я точно знаю, что может отпечататься на другой стороне, каким-нибудь листочком или калькой. Здесь, как вы видите, акрил, карандаш, простой карандаш. Мне, кстати, очень нравится этот разворот, он выглядит очень мило, и, не знаю, мне нравится такая тематика. А вам как? Здесь я зарисовывала свой сон, и здесь какой-то кринж-текст. Давайте прочитаем. Вау, это тигр полностью из камня. Он такой большой. Настоящий тигр, намного меньше. Кринж. В общем, тут я, если честно, зарисовывала просто свой сон. Да, мне приснился такой сон с большим каменным тигром, который потом, кстати, ожили. И я постаралась именно зарисовать свое сновидение после того, как проснулась. И вот что-то такое получилось. Здесь не очень старалась, и в целом, как задумка, да, интересно, но реализовала ее не очень интересно, назовем так. Как видите, оценка тут поставлена. Можете поставить свою оценку. А мы пойдем с вами дальше. Мне тоже очень нравится этот разворот. Мне, кстати, очень нравятся композиции, которые я создавала в этом скетчбуке. В некоторых тоже это повторяется. А именно, что я рисовала разного формата человеческие тела. То есть вы видите, что здесь до колен где-то и в разных позах люди, а здесь более большие портретные скетчи. Ну и плюс мне нравится подборка цветов, которую я делала. Здесь тоже недоработанная работа. Я вообще считаю, что в скетчбуке не должно быть идеального. То есть, типа, когда ты рисуешь в скетчбуке, ты не должен чувствовать напряжение или чего-то такого, что... Я просто знаю, что у многих, особенно новичков, есть страх портить листы. И я считаю, что, скетчбук, он для рисования, для экспериментов. Вы не должны бояться, просто рисуйте. Вот что вам в голову пришло, то рисуйте. Не бойтесь и не обращайте внимания на оценку, потому что все равно творчество — это субъективно. И поэтому не стоит много внимания обращать на комментарии. Говорю вам по опыту человека, который прошел буллинг в интернете.
Вот. Такие вот у нас тут портреты, уже более минималистичные и при этом реалистичные. Мне нравится вот эта девушка. Здесь у нас очередной эксперимент с акриловыми маркерами. Вот такого персонажа я создала. Я, кстати, не помню, чем я вдохновлялась. Но вот волосики точно меня вдохновили откуда-то. Но почему-то именно вот этот рисунок, он многих, например, в ТикТоке заинтересовал, и у меня хотели его купить как персонажа, но я не смогла придумать цену, так что, скорее всего, у меня просто его своровали и где-то использовали. Я не знаю. Тут пустые странички. Здесь вот такая дамочка. На самом деле, когда спустя долгое время смотришь на свои рисунки, я испытываю, наверное, очень приятное ощущение, потому что я уже забыла, что это рисовала, и думаю о том, что это я. На самом деле, если после того, как я нарисовала рисунок, я отношусь достаточно критично к рисункам, то спустя время ты смотришь на них новым взглядом и уже замечаешь, наверное, больше хорошего. И, знаете, рисунок не так сильно искажается, как в начале, после того, как ты завершил его. Ну и все. Это был конец моего такого вот маленького скетчбука. Так что, надеюсь, вам понравилось. Все у меня тут засранное. Ну, такая жизнь творческого человека. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Была рада с вами увидеться, показать вам видео. Всем пока!